Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас из заповедника Инот-Цуким. Это еще один самый настоящий оазис вдоль северо-западного побережья Мертвого моря. И это уникальный, самый низко расположенный заповедник на всей земле. А что означает его название Инот-Цуким? Для говорящих на иврите все понятно. Инот – это источники, Цуким – это скалы. Инот-Цуким – источники скал или скальные источники. А сегодня нам выпало самое настоящее испытание, природное испытание. Это знойный ветер из пустыни под названием Хамсин. Это название пришло в современный иврит из арабского языка и буквально означает 50. Как вы думаете, что это за руины за мной? Дело в том, что вход в этот чудесный комплекс открыл еще в 1958 году французский исследователь Ролан Дево. А продолжил его работу уже израильский исследователь Исхар Хиршфельд. И ученые выяснили, что это остаток римской виллы или дома с открытым внутренним двором периода 1 века до нашей эры до 1 века нашей эры, то есть период второго Иерусалимского храма. Кроме того, что любопытно, рядом с этой виллой, этим зданием для проживания, был обнаружен еще один комплекс производственный. Что же здесь производили в этом месте? Ученые с весьма большой долей вероятности предполагают, что, возможно, это было производство того самого знаменитого бальзама афарсемон, рецепт которого был с веками утерян. И вполне вероятно, что это был такой вот античное производство или завод для выработки этого удивительного аромата древности, который был утерян уже в V веке нашей эры. Здесь мы видим 3 бассейна, один побольше и 2 поменьше, и к ним сток воды. То есть вот с этих гор Иудейской пустыни, с подножья этих скал, сюда прибывала вода и наполняла эти бассейны. Между скалами и Мертвым морем расположен заповедник, наполненный жизнью. Еще раз отмечу, что это самый низко расположенный заповедник на Земле. Помимо археологической зоны, самого заповедника, есть здесь еще и место для отдыха, так сказать, курортная зона. Археологическую зону мы увидели и идем дальше в сам заповедник. А вот смотрите, 2 пальмы, прямо с такими черными стволами. Знаете, что это? Здесь были пожары. Здесь были пожары в 2008 году, когда сигнальная ракета, искали террористов, сигнальная ракета просто упала и загорелся заповедник. А в 2018 году был еще один очень сильный тоже пожар. Возможно, это был экологический теракт, возможно, нет, не было доказано. И также заповедник горел. Но природа восстанавливается, и только вот такие стволы пальм напоминают нам о былых событиях. А вот это чудо мне тоже очень нравится. Посмотрите, сколько их здесь. 1, 2, 3, 4 пальмы рядом одновременно. В заповеднике есть несколько зон, открытая для всех посетителей. Есть зона потаенная, куда можно зайти только в сопровождении гида, который прошел инструкцию по технике безопасности, пожарной безопасности. Он знает все маршруты. В данном случае я и есть такой гид, и мне выдали ключ специальный, абсолютно по разрешению. Открываю вход в эту потаенную зону. Итак, мы внутри, в потаенной зоне. Давайте совершим вместе это увлекательное путешествие. Приглашаю вас туда, где есть леопарды, гиены, шакалы, каракалы и даже дикобразы и мангусты. Ну, не знаю, удастся ли нам сегодня их увидеть или нет. На протяжении всего путешествия мы не переставали восхищаться вот такими дикими зарослями финиковых пальм. Так и тянуло заглянуть в эти шалаши из высохших ветвей,
неописуемый восторг. Так, а что у нас здесь на тропинке маршрута? Первое свидетельство пребывания здесь животных. Да, тут проходили местные дикие ослы. Они здесь повсюду. В свое время сюда завезли всего лишь несколько осликов. Зачем? Чтобы проредить быстро растущие заросли. Сейчас популяция ослов достигла порядка 160 особей. Они перемещаются по территории, и основная их пища – сладкий тростник. Такие кучки повсюду. А может, нам повезет увидеть и самих осликов, а не только их. Ну, сами понимаете что. Заповедник – это самый настоящий праздник для любителей ботаники и биологии, потому что здесь встречаются виды растений, которым одному виду нужна соленая вода, а другой вид растет там, где сладкая вода. Ну и вот, в частности, я здесь увидела мой любимый... забыла название, Паш, подскажи. Каперс. Бывает, выпадает. Тут некоторые кусты есть уже отцвели, а это каперс еще не цвел. Совсем-совсем молоденький. Вы наверняка уже увидели, а мы еще нет, что за моей спиной вдалеке вышли из чащи два ослика. Итак, нам все-таки повезло. Любопытные ослы вышли на нас посмотреть. Замечательные дикие животные заповедника Инот-Цуким. Нераскрывшиеся плотные бутоны каперса солят и получают отличный деликатес. Мы ушли, а ослики остались. Куда идем? Направо или налево? Или стоит задержаться у этой пальмы с потрясающей шарообразной кроной? Здесь в заповеднике большое количество дикорастущих финиковых пальм, и вот здесь очень удобно, очень низко растет пальмочка. И что мы видим? Мы видим отсюда ветви будущих плодов фиников. Каждый такой маленький шаричек – это будущий финик. Очень они такие нежные. На пути к маленькому озеру мы попали в финиковые джунгли. Очень непривычно видеть нечто подобное, ведь мы привыкли к ровным рядам стройных деревьев на плантациях. Ландшафт и пейзажи впечатляющие, как и десятки оттенков зеленого в красках этого маленького озера. Если бы я переместился в машине времени в 1969 год, то оказался бы ровно на берегу Мертвого моря. Мертвое море вот сюда, вот, на восток уходит. Вся территория на восток заповедника Инот-Цуким, Энфашха, маршрут, который мы примерно пройдем 300-400 метров,
Это было под водой в свое время. Теперь берег ушел далеко на восток. Вот за мной, посмотрите, какие джунгли. Все, что за мной вы видите на восток, это было Мертвое море. Вот отсюда. Слышите? Шум водички. Вот мы уже и добрались до первого источника. Море отступило, и на поверхность прибрежной полосы у подножья гор пробились родники пресной воды. Весело журчат прохладные ручейки, солнечные лучи отражаются в глади маленьких озер. Эти источники самые полноводные из впадающих в Мертвое море. Они дают морю около 70 миллионов кубометров воды в год. Благодаря этому Мертвое море еще не обмелело окончательно. Эти воды, питающие Мертвое море, разной степени солености. А если вы устали от путешествия, то предусмотрены для отдыха вот такие скамеечки. Природа, конечно же, здесь дикая, но все же в подобных коридорах мы видим и едва заметные следы человеческой деятельности. А это любовь с первого взгляда. Какая-то сюрреалистичная картина. Сон наяву. Я носил вещи. Лариса носила шляпу. В перерывах мы снимали все, что вы видите. По территории заповедника протекают сотни источников солоноватой воды разной минерализации и температуры. Их общий годовой объем достигает до 70 миллионов кубометров в год. И это крупнейший природный источник воды в Израиле, который не используется человеком. Мы шли все дальше и дальше. Источников становилось все больше и больше. Вода бурлила все громче и громче. И наконец мы здесь. Восхитительный, неповторимый, контрастный пейзаж. И мы здесь совсем одни. Это озеро искусственное. Оно было выкопано специально в комплексе заповедника Эйнот Цуким. Но посмотрите, какая красота. Для чего это сделано? Во-первых, для животных, которым куда-то нужно спрятаться во время, не дай бог, пожара. Также это очень важно для перелетных птиц. А мы находимся в районе североафриканского разлома, и птицы летят с севера на юг и также обратно, с юга на север. И им очень хорошее место, обратить внимание, просто чтобы остановиться здесь и попить чистой, питьевой, пресной, хорошей воды. Поэтому это уникальный оазис просто на наших глазах в заповеднике Эйнот Цуким Эйн Фашха. И здесь много рыбы. Тиляпия галилейская и другие. Есть моллюски различные, крабы и прочее.
Вдали Мертвое море и горы Иордании. Мы добрались и до этой точки. Только сегодня, если вы еще помните, Хамсин – жаркий и пыльный ветер, поэтому видимость не очень хорошая. А вот это через неделю. Мы были здесь еще раз с друзьями. Итак, мы выходим в заповедные зоны, скрытой для глаз, где можно путешествовать только в сопровождении гида. Ах, какой звук красивый. И входим в общую зону, уже для всех, как говорится. Добро пожаловать. Возвращаемся в обычный маршрут. А вот и конечная точка маршрута. Зона отдыха под стать всему заповеднику. Местная природа очень хрупкая и нуждается в бережном отношении. Но и о людях здесь не забывают. Чтобы в этом месте можно было купаться, не нанося ущерба существующим водоемам и не нарушая экологический баланс, устроены искусственные водоемы, и каждый имеет свое название. Вода в них поступает из природных источников, но купание в них разрешено к огромной радости и детей, и взрослых. Ребята, а где же море? Там, где-то далеко за мной. Вот эти ступеньки ведут к отметке уровня воды Мертвого моря 1984 года. Вот за мной уже сзади была вода. Представьте, насколько отступила вода. Весь этот заповедник, все вот бассейны, которые позади меня, были заполнены водой Мертвого моря. Как изменился ландшафт и природа здесь с 1984 года. Ну, я просто обязана показать вам это гигантское содомское яблоко. Вот оно какое дерево. Огромное, не знаю, сколько ему лет, но очень большое. Сейчас оно в периоде цветения и обновления.
Ну и здесь еще также, еще раз покажу, совершенно огромные, гигантские финиковые пальмы. Поскольку здесь заповедник, то никто деток от материнского ствола не отнимает. Поэтому пальмы разрастаются до совершенно огромных размеров. А? Как вам? Чудо природы, можно сказать. В дикой природе просто совершенно очаровательно. Дорогие друзья, Усталые, но довольные, мы подошли к концу нашего путешествия. а ведь получилось самое настоящее приключение. Леопардов мы не встретили, но мы встретили 2 любопытных ослов. А также маленького поросеночка, дикого кабана. Но он убежал, я не успел его снять. Журчит ручей. Солнце пробивается сквозь чащу. Вокруг тишина, покой, буйство природы. Что еще надо человеку для счастья? Мы получили самое настоящее удовольствие в этом торжестве природы. И надеюсь, вам тоже понравилось. Ну что ж, пора прощаться. Всем крепкого здоровья, хороших выходных, хорошего настроения. Всем огромный привет из Святой Земли Израиля. И до следующих встреч на нашем канале. До свидания. Оставайтесь с нами. До новых встреч.